Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши беседы на самые разные темы, на кухне у Анжелы и, конечно, с кофе. Представим ситуацию. Вы по телевидению видите знаменитую народную артистку, ну, скажем, СССР. Современное что-то у меня не очень хорошо. Причем вы хорошо ее знаете, знаете фильмы с ее участием, но провал. В памяти информации нет. Если это происходит редко, то ничего такого, но если это часто, то надо подумать, что делать. С течением времени, к сожалению, мозг работает хуже. Но его можно озадачить тем, чтобы он лучше справлялся с важными своими обязанностями. Интернет, конечно, может помочь с именем актрисы, но сейчас, в наше стремительное время, есть такой феномен под названием цифровая амнезия. То есть вы забываете информацию, потому что полностью доверяете и полагаетесь на свои компьютеры, айфоны, ну, в общем, гаджеты. Когда мы изучаем что-то незнакомое нам, новое, и потом вспоминаем об этом, мозг работает и память улучшается. Но если надежда только на компьютер, эти участки мозга со временем начнут работать хуже. Мы не раз отмечали, что качественный сон– залог здоровья, в том числе и психики. Но если ночного сна мало, то ничего плохого не будет, если хоть на полчаса прилечь днем. Это тоже поможет в работе памяти. Далее, занимайтесь спортом. Когда вы двигаетесь, кровь лучше циркулирует по организму, и мозг работает лучше. В крови много кислорода, полезных элементов для усвоения мозгом. Даже небольшая тренировка может хорошо улучшить память. Не надо увлекаться многозадачностью. Способность некоторых делать несколько дел сразу удобно, но не полезно. На самом деле мозг испытывает стресс, поэтому совершает очень много ошибок. Например, отвлечение на СМС всего-то на 4 секундочки, и вероятность ошибки увеличивается в 3 раза. Поэтому ученые рекомендуют вовсе отложить телефон и не отвлекаться на него. И меньше одиночества. Наука доказывает, одиночество плохо влияет на мозг. Виной всему стресс, который не осознается к тому же. Это не значит, что срочно надо искать себе коммуналку, достаточно просто больше общения с людьми. На сегодня все. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, все будет хорошо.